Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какую женщину вы не ждете, но она все же появится в вашей жизни. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. У вас довольно сильно развита интуиция. Вы довольно такой интуитивный человек, причем даже может проигрываться, что у вас есть даже какие-то, знаете, вот то ли экстрасенсорные, какие-то магические способности, но просто вы их не развиваете. Вы можете даже по себе замечать, как тонко вы чувствуете людей, как часто вас интуиция, может быть, предупреждает о чем-то, да, о какой-то опасности. Вот, да, вот бывает, ты понимаешь, что как будто внутренний голос тебе говорит, вот туда не ходи, иди в другую сторону, да. Ну, то есть вот такие знаки. Вообще, вы знаете, вы настолько чувствуете людей именно энергетически. Вас довольно сложно провести. Возможно, в принципе, ну как бы провести, но в том смысле, что вы это позволите. Вы всегда чувствуете ложь и обман, вы всегда понимаете, где что, кто лавирует. Вот эти все, знаете, какие-то схемы такие обходные. Это все вы прекрасно просчитываете и чувствуете. Вы человек, обладающий безумной силой воли. Это может проигрываться в разных ситуациях, опять же, потому что, конечно же, вас очень много, да, расклад общий, поэтому я так приблизительно рассказываю, да, вы уже под себя переворачиваете, кому что подходит. Смотрите, это может проигрываться и в том, что в вашей жизни было довольно много таких ситуаций, в которых слабый человек мог бы сломаться просто. Вот именно в моральном смысле, да, кто-то сходит с ума, кто-то начинает все чаще заглядывать в рюмку чая, кто-то опускается ниже плинтуса, да, начинаются все эти пьянки-гулянки. То есть, понимаете, вы настолько сильный человек, вот как вас судьба не бьет, а судьба вас бьет и хорошенечко, периодически, да. У кого-то это проигрывается, финансовые проблемы были в жизни, у кого-то это проигрывается проблемы в личной жизни, и вы настолько вот стойко это выносите, вот как бы тяжело вам не было. Вы человек, который, знаете, вот несмотря на свою силу, ну вот вы таете перед женщинами, вот перед любимой женщиной. Это было и раньше, это было и сейчас, вот если у кого из вас есть отношения, может быть, кто-то завязывает новые отношения, да, вот пытаетесь устроить свою личную жизнь. Ну вот все, когда вы влюбляетесь, вы становитесь мягче, вы становитесь более таким уступчивым, более заботливым, да, вот, потому что во внешнем мире, вот там, где-то за порогом дома, так сказать, вы совершенно другой, вы более жесткий, вы уверенный в себе мужчина, вы в чем-то даже, может быть, бываете властный, но только не с женщиной, не с любимой женщиной. Но как-то так у вас повелось, что вот вам постоянно как-то по жизни попадаются женщины, которые любят деньги, красивую жизнь, которые любят комфорт. У кого-то это одна женщина такая, да, вот если вы долго, допустим, жили с одной. У кого-то это вот может как система быть. С одной пожил, либо повстречался, корыстная оказалась, предательница. Вторая, третья, да, опять же, у каждого своя судьба, своя ситуация. Вот, ну, такие любительницы красивой жизни, хотя, да, они хороши собой, они ухаживают за собой, они умеют держаться в обществе, они умеют преподнести, они были довольно, ну, либо же есть, да, у кого, если есть такая женщина, они довольно неплохие любовницы, но вот, опять же, строить серьезные отношения с такой женщиной довольно сложно. Поэтому у вас была ситуация в жизни, когда вы, ну, как бы, знаете, вот колебались, что ли, вот уйти или остаться. С чем это связано было? Давайте уточним.
Опять же, любовь и измена. Смотрите, вы колебались, потому что у вас было состояние, когда, с одной стороны, ты чувствуешь, ты, может быть, подозреваешь, да, что тебя изменяют, либо же тебя обманывают, да. Может даже проигрываться, что вы находили какие-то факты измены. Кому-то, может быть, говорили знакомые, что вот я где-то видел твою распрекрасную, да, с каким-то мужчиной. Ну, то есть вы не хотели верить, вы человек, который безумно любил эту женщину, поэтому абсолютно, как-то, знаете, пытались абстрагироваться, вот пытались обмануть самого себя. Хоть было довольно непросто, но потом, когда вы обрубили, то это было резко и очень неожиданно, даже, возможно, неожиданно для самой женщины было. Вы человек еще, который, знаете, вот вы никогда не пропадете в этой жизни. Вы будете всегда находить, где заработать деньги. Даже вот если вы получаете, допустим, ну, небольшую зарплату на работе, вы всегда найдете, где, там, я не знаю, подработать, да, вы всегда вот найдете, даже, знаете, как бывает, ну, чуть ли не по соседкам ходишь, вот бывают одинокие соседки, там просят, помоги это, помоги то, да, и вы можете всегда заработать копеечку. Ну, то есть лежебокой вас, ну, никак не назовешь. Скорее, вы такой активный живчик. Вы вообще как-то вот по жизни стремитесь постоянно вперед, стремитесь достигать своих целей. Вы человек слова, вы не будете никогда пускать слова на ветер. Вы знаете, как говорят, мужик сказал, мужик сделал. Вот это про вас. Вы человек, который довольно постоянный. У вас, если одна женщина, то это одна. Вы во всем вообще любите постоянство. Это касается не только женщин. Вы не любите менять работу, да, вот если кому-то приходилось, ну, по той или иной причине менять работу, да, то это очень был болезненный момент, было очень непросто и, ну, так довольно некомфортно, да. Вплоть до того, что вы не любите даже перестановку в доме особо делать. Вот вы как поставили, да, вот мебель, допустим, вы как обустроили, так оно и стоит все. Поэтому вы такой довольно стабильный человек во всем. Так, что у вас, давайте смотреть, в личной жизни происходит. Личной жизни, смотрите, у вас как-то личная жизнь немного отошла на второй план. Вы больше заняты как-то вот работой, зарабатыванием, да, у кого-то это может проигрываться, что вы поставили себе цель вот именно заработать на какие-то, ну, то ли серьезные покупки, да, может быть, кто-то на квартиру хочет собрать деньги, на машину, там, может быть, куда-то поехать, ну, то есть у вас сейчас в приоритете не любовь, морковь, вы сейчас вот больше заняты своим делом. Кто-то, может быть, и развивает свой бизнес, кто-то хочет менять работу. Кто-то, может быть, я не знаю, вплоть до того, что ну, на 10 работах, да, работает, но только чтобы побольше денег заработать, подкопить, да. Плюс здесь еще идет помощь детям. У кого есть дети, вы регулярно стараетесь помогать, потому что ребенка вы очень сильно любите. Причем здесь еще, знаете, вот у меня такая информация идет, что вот может проигрываться, что бывшая ваша как-то вот через детей еще манипулирует. Пытается то ли как-то помешать вашему общению, то ли детей настраивает против вас, то ли не дает так часто, как вам бы хотелось видеться с ребенком. Ну, то есть вот какие-то козни вот манипулятивного характера она строит. В вашей жизни попадаются женщины, но вот как-то в сердце, ну, гололед. Гололед в душе, в сердце абсолютно они как-то, ну, не привлекают вас, не ёкают. Хотя вы видите, что да, они интересны, да, вы видите, что женщина и ухоженная, может быть, и фигуристая, да, и все при ней, но вот как будто зимняя вишня. Вот в душе зима и гололед. Напишите, есть ли такой момент, напишите в комментариях. Плюс еще здесь проигрывается вот отголосок из прошлого, да, вот не хочется повторения, не хочется повторения того, что было в прежних отношениях, потому что теперь почему-то вот, знаете, женщины вам кажутся более такими
корыстными, да, вот ваше мнение о женщинах поменялось. Поменялось именно после того, вот что произошло у вас раньше с вашей бывшей, прошлой женщиной, у кого сейчас, допустим, еще есть отношения, которые уже изживают себя, то эта ситуация проигрывается в теперешнем времени у вас, да, я думаю, вы понимаете. У кого-то это происходит сейчас, у кого-то это было в прошлом, в зависимости от вашей ситуации. То есть, смотрите, вот, ребят, сейчас сделаю небольшой акцент для тех, кто сейчас в отношениях, да, вот у кого умирающие такие отношения, да. Женщина рядом с вами довольно холодная, довольно жесткая. Женщина, которую, знаете, вот которую не хочется обнимать. Она настолько истощает холода, настолько она какую-то даже агрессию может истощать. Человек, которому не хочется идти домой, хочется почаще задерживаться на работе, да. У кого-то, может быть, такое было в прошлом, конечно же. Поэтому вы как-то не задумываетесь о новых отношениях. Вот вы наелись этого досыта, понимаете? Вот даже те, кто сейчас в отношениях, кто без отношений, вы наелись настолько вот этого извините за выражение, досыта, что как-то вот вы не торопитесь. Вот деньги, 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 вот у вас как-то хочется больше заработать, хочется обустроить, хочется пожить для себя. Причем я не вижу особо, что вы страдаете вот в одиночестве, да, абсолютно я не вижу, что вы страдаете. Причем даже, знаете, такое ощущение, что вы начинаете ощущать вкус свободы, и вам начинает нравиться это состояние, когда ты ни от кого, ни от чего не зависишь. Ты сам себе хозяин, да, вот куда хочу, туда лечу. И, в принципе, вы как-то, вот знаете, для себя решили, что, ну, получится, получится, не получится новых отношений, ну и хорошо, мне и так неплохо, да. Поэтому я абсолютно не вижу страданий, но все же, что будет теперь у вас в личной жизни, какая же женщина придет, которую вы не ждете? А может быть, не придет, давайте смотреть. Да нет, придет, ребятушки, туз кубков у нас выпал. Знаете, вот все-таки, смотрите, проигрывается то, что я и говорила вам. Вот вы все равно не хотите, вот какой-то период еще, может быть, даже к вам будут женщины проявлять симпатию, будут проявлять внимание, но вы будете как-то так, знаете, вот, ну, культурно отшивать их. Да, можно пофлиртовать, да, можно слегонца зароманить, да, кто из вас не прочь зароманить. Но в душу абсолютно вы не хотите их впускать. Вот то, что я говорю, да, у нас жезловые мечевые карты выпали, вот мне интересно, вы пытаетесь вот абстрагироваться. Это может быть даже психотравма, которую получили вы в прошлых отношениях. Это может быть даже, знаете, вот осознанный выбор, вот не хочу, хочу пожить для себя, да. Здесь опять же могут проигрываться у вас разные сценарии, я пытаюсь вам объяснить, да, вот разные варианты. Поэтому смотрите, но вашу жизнь все равно пожалует женщина, пожалует новая любовь. Давайте-ка будем смотреть, разбирать, что же это за новая любовь. Да еще и вы и не ждете, потому что, ну, вы реально не ждете, ну, как-то, ну, хорошо и так. Цель есть вот заработать и пожить для себя, да, ну, детям еще помочь, может быть, родителям кто-то помогает. К женщинам очень такое осторожное, очень напряженное даже отношение. Я имею в виду сейчас серьезные отношения. Одноразовые мы даже не рассматриваем. Давайте более подробно посмотрим, что же за женщина пожалует в вашу жизнь. Смотрите, у вас с ней есть общие моменты в вашей судьбе. Она тоже пережила разрушение своей, либо же это была семейная жизнь, да, вот официальный, может быть, гражданский брак. Она пережила разрушение. Это были кардинальные такие перемены в ее жизни. Она довольно непросто это все переживала. Кстати, она тоже как-то вот, как и вы, она ушла в работу, вот чтобы, знаете, забыться. Кто-то в рюмку чая уходит, а кто-то уходит именно в работу. Вот в этом вы тоже с ней схожи. Она очень такая активная дама. Опять схожий момент с вами.
женщина довольно страстная, сексуальная. Она такая, знаете, больше непоседа. Но не путайте с гуленами, абсолютно нет. Просто она вот женщина-огонь. Это касается и постели, это касается вообще темперамента. Такие женщины, они могут делать 10 дел одновременно. На кухне, по дому, да, вот в быту, где угодно, на работе. Она как вот зажигалка такая, знаете, в руках все горит. Она очень такая, знаете, очень привлекательная и внешне, она умеет держать марку. Вот такие женщины, они когда идут по улице, ну реально им во след оборачиваются. Такая женщина, она никогда не будет клевать на мужчин, таких, знаете, вот, ну, несерьезных, что ли. Вот она очень хорошо чувствует людей, вот так же, как и вы. Она не будет связываться вот на одну ночку. Это не для нее, это ниже ее достоинства, понимаете? Потому что она цену себе знает. Но не в том смысле, что вот она такая раскрасавица, вот опять звезда во лбу горит. Нет. Она, ну знаете, как говорят, не на помойке себя нашла. Это может быть и из воспитания еще происходить. Это может быть и вообще ее мироощущение. Она, знаете, она очень тоже любит стабильность. И у нее как раз вот вместе с вами, у нее начинается новый жизненный этап. Поначалу как-то, знаете, вот у вас будут отношения такие, ну, они легкие, да, вот вы начнете отношения, но вы не будете думать, что вот семью заводить, вот вам будет хорошо вместе, а дальше вы не задумываетесь. Вот как-то в омут с головой, вот она так неожиданно появится в вашей жизни, что вы даже не будете задумываться о последствиях. Вы знаете, как будто встречается твой родной человек, с которым тебе вот просто легко и хорошо. Женщина абсолютная такая, знаете, вот, ну, искусительница, я бы назвала. Вам будет потрясающе нравиться интим с ней. Этим она тоже вас возьмет, потому что, ну, такая вот есть какая-то, знаете, энергетика манящая. Помимо того, что она вообще страстная, огненная такая женщина, у которой голова никогда не болит, она настолько такая вот, знаете, вот такие женщины, они смотрят, и тебе уже ее хочется. Вот настолько они такие возбуждающие, да, настолько игривые, такой взгляд, как такой, знаете, манящей кошечки такой. Поэтому вот вы сойдетесь, да, вот вы даже сами в каком-то смысле будете ошарашены, потому что вы вообще не были настроены ни на какие отношения, вам хорошо одному, получится, то получится, нет, так нет. А здесь как будто, знаете, вот буря страстей, вот как-то вас настолько этот клубок затянет, что вы начнете все больше думать, а как я раньше жил без нее, да? Насколько это будет легкое общение, вот по типу, что вот она не успела подумать, вы продолжаете фразу, да, либо же она что-то подумала, а вы делаете сразу. То есть настолько у вас вот ментальная такая связь. Так, что еще нам расскажут? Ну, здесь любовь однозначная. Здесь любовь, вы посмотрите, ну как ни крути, как ни крути. Здесь уже, знаете, в этих отношениях у вас будут настолько вот взаимные отношения вот во всем. Вот все с приставкой взаимо. Взаимоуважение, взаимопомощь, взаимная любовь, это даже не обсуждается, это само собой. Здесь, знаете, вот вы почувствуете себя настоящим сильным мужчиной. Вот если раньше вы, возможно, немного так ну, зачахли, что ли, да, в прежних отношениях, то здесь вот кто из вас опустил ручки, здесь вы воспрянете однозначно. Эта женщина просто не даст вам упасть, понимаете, не духом упасть. Она всегда поддержит, она всегда поможет. Она всегда будет вашим, знаете, верным другом, не просто любовницей. Она будет верным другом, очень надежным другом. Это женщина, вот, о которой можно мечтать. Да? Вот у нас карта звезды выпала.
О такой женщине мечтают многие мужчины, такую женщину хотят многие. Она всегда, в принципе, была окружена мужчинами, окружена мужским вниманием. Но вот она по жизни вот выбирает именно серьезные отношения. Вот она тоже хочет надежности, она хочет стабильности, она хочет мужчину с большой буквы. И как раз ей попались вы, да, хоть вы так жили, не тужили, особо не надеялись, да, а тут хопа и попадос, да? А тут попал по самое не могу, и стрелы Амура вас пробили. Нравится, не нравится, терпимая красавица, да? Ходи со стрелой. Вот, поэтому смотрите, ребятушки, очень такая дама, вот она вас избавит, смотрите, даже от страхов, у кого были страхи вот перед отношениями, перед женщинами, здесь идет абсолютное избавление. Вот как-то с ней вы поменяете даже свое мироощущение, вот мировоззрение, да, вот как-то поверите в светлое будущее. Естественно, кто из вас захочет, могут даже и жить вместе, да, не просто вот встречаться, бурные романы такие крутить. Это может быть семья, это может быть гражданский брак, да, то есть здесь уже вы сами выбираете. Но то, что вы стоите вот в преддверии, да, вот таких грандиозных событий, таких вот отношений, конечно же, вы этого не ждете, для кого-то это покажется сказкой, красивой сказкой, да, но тем не менее иногда сказки сбываются. Вы такой еще человек, знаете, который, вот вы любите, вы еще мечтательный. Вот вы когда любите, вы вот начинаете мечтать, вот, а надо бы туда ее свозить, а надо бы это ей купить, а надо бы это подарить, да? Вот вы снова станете таким же, таким, как были раньше. Вот вы думали все, да, вот после прежних отношений все, я не буду больше никого кружить, я не буду ни для кого жить, я ничего не буду делать, а здесь попадос, а здесь новая женщина, новая любовь, причем взаимная любовь. Поэтому снова вот этот круговорот любви вас закрутит. Причем даже вот ваши друзья-приятели, да, на работе, может быть, они заметят, что в вашей жизни произошли изменения. Изменения, которые ну, просто на лице у вас отразятся. Вы будете, знаете, вот настолько мотивированный человек, вы будете, ну, как говорят, как бабочка порхать, да, вот, ну, просто влюбленный человек, как будто на крыльях любви летает. Вот эта женщина, ну, реально это окажется вашим вот таким своего рода подарком судьбы. Поэтому я вам советую, знаете, абсолютно, вот если кто из вас опустил руки, да, если кто-то поставил на себе крест, решил, что все, ничего не будет, никого не будет, в вашу жизнь придет такая женщина, о которой вы реально даже не мечтали. Но она появится. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!